Итак, всем привет, с вами снова MaxDays7, и на этот раз у нас очередной, или можно сказать новый ивент в Rollercoin. Что же они изменили? Да, мы будем рассматривать только изменения, потому что основной принцип остался точно тот же самый. Повышай уровень, сложность игры, получай очки, либо трать РЛТ, получай очки. Но самое важное изменение, которое у нас появилось, это то, что теперь для того, чтобы получить мультиплеер, то есть умножение ваших очков, x1, x2, x10, нужно потратить, не потратить точнее, а купить 10 РЛТ. То есть раньше у нас там был 1 РЛТ, потом сделали 5 РЛТ, теперь сделали 10. И что же это значит? Это значит, что для того, чтобы нам получить максимальный, скажем так, буст, да, нам потребуется потратить, не потратить, а купить 90 РЛТ. Согласитесь, 90 это уже достаточно много. Вы, считай, покупаете Event Pass, который у нас, соответственно, есть, да, то есть, он стоит не намного дороже. Но, да, у нас же есть табличка, и давайте думать, как мы это отобьем. Естественно, мы не будем считать какие-либо бусты, потому что это просто нелогично, так как бусты в любом случае действуют недолго и приносят совсем копейки. Соответственно, идем по непосредственно РЛТ в начале. Пожалуйста, мы получаем 1 РЛТ. После этого мы получаем еще 1,5. Соответственно, у нас 2,5 уже. И после этого мы еще получим 10. Итого мы отбиваем 12,5 РЛТ. При этом, даже если мы делаем буст x10, нам потребуется, скажем так, между собой постоянно передавая майнер, получить 6 миллионов 720 опыта. Допустим, даже под x10, да, то есть вот этот опыт, соответственно, мы делим на 10. И получится, нам нужно 672 тысячи опыта сделать чисто на перекидке между собой майнера. За каждый майнер условно мы будем получать, допустим, возьмем майнер, да, за какой-нибудь 80. Нам в любом случае придется, как сказать, донатить 90, да, если мы не рассматриваем free-to-play составляющую. Следовательно, у нас в любом случае будет порядка 80 без проблем. И мы под это все, соответственно, берем майнер на 80. За каждую трату РЛТ мы будем получать, следовательно, 1000. Под x10 мы будем получать 10 тысяч. Значит, 80 умножаем на 10 тысяч. Получаем 800 тысяч. И вообще, в общем, нам нужно 6 миллионов 720. То есть 6 миллионов 720 делим на 800 тысяч. И мы получаем то, что нам нужно будет перекинуть этот майнер, следовательно, 8,4 раза. Как ожидалось, то есть половину, да, мы не будем считать, мы посчитаем 9 раз. 9 раз между собой туда-сюда нужно будет перекинуть майнер стоимостью 80. Следовательно, мы это делаем вот так вот и получаем, что мы 720 РЛТ в общем тратим. А теперь мы, соответственно, умножаем это на 0,05, потому что 5% это комиссия Rollercoin при продаже. И получаем, что мы потратили еще 36 РЛТ. И там, соответственно, мы плюсом получили 12 там с чем-то, 12,5. То есть от этой суммы, которая уйдет чисто на комиссию, мы еще отнимаем 12,5. И получается, что в минусе мы на 23,50. Следовательно, в идеале нам нужно будет крутить майнер при условии, что мы сможем задонатить $90 не на 80, а как раз таки на то, чтобы у нас получилось закрыть вот эту разницу в 36. Следовательно, лучше всего это делать на майнере за 40-50 РЛТ, так у вас будет надежнее. Что же мы получим помимо РЛТ? То есть давайте посмотрим именно награды дальше. Далее у нас идут майнера. Майнера я буду считать по-разному. Допустим, 3.8 не буду считать вообще, это бесполезно. Далее мы идем вниз, и следующий майнер у нас появляется аж вот здесь. Вот это NAC майнер 0,5%, 26. Это уже приятно.
Идем дальше. Далее нам показывает 4 на 0,5. Он у всех есть практически, считать его смысла не вижу. Дальше у нас идет домик. Соответственно, плюс 75. Но он дает 1,5%. Для тех, у кого его нет, это существенный буст. У меня он, достаточно давно уже есть, поэтому мне нет смысла от него. Дальше идет подарок на 10, опять же, процент мизерный. Далее у нас идет After Party, если я правильно помню, как эта штука называется. В любом случае, она есть практически у всех, кто смотрит меня с лета, потому что непосредственно летом был сезон, и его закрыли очень многие. Поэтому, опять же, этот процент ничего не дает, но дает плюс 125 мощности. Идем далее. Мозг. Мозга нет даже у меня, хотя называется он не мозг, да, но неважно. Он дает нам плюс 100. И это, следовательно, еще 1,5%. То есть здесь уже, неплохо. Далее, опять же, у нас идет Майнбас, который, опять же, есть у всех с летнего сезона. Но, тем не менее, он дает плюс 50. После этого у нас уже, соответственно, Candy Sweet идет. А у меня ее нет. Поэтому для меня это существенно 250, плюс это 4%. Проценты не стоит забывать. И, соответственно, дальше идет Полярный Экспресс еще на 270, который, следовательно, дает тоже 4%. То есть общая мощность, которую мы получим, это примерно 906, там с мелочью еще сверху, но не будем ее уже считать, пускай 910. 910 TH. При этом, если у вас вообще нету этих майнеров, вы получите 4,48, плюс еще 2, уже 10%, плюс еще 1, 11%, плюс 1,5, 12,5, 12,75. И еще, если у вас даже этого нету, то получится 13,75. 13% 75 и общая мощность 900 с чем-то. В принципе, это неплохо. Жалко, конечно, что у меня действительно, если посмотреть, есть, по-моему, достаточно много из того, что там предлагают. То есть вот, пожалуйста, есть этот майнер, After Party, как я и говорил, он называется. Есть, соответственно, и Mainbus. Вот он, пожалуйста. Также у меня присутствует и вот такой домик, и вот такой домик. То есть я с них как бы особо процентов не получаю. Я получу только с последних двух. Тем не менее, при моей текущей мощности за каждый процент мне будет уже выдаваться... Сейчас посчитаем. Пожалуйста. То есть моя текущая мощность без процентов. Соответственно, процент будет добавляться вот к этому числу, а не к любому другому. То есть 11574. И это мы умножаем на 0,04%, да? Или даже вот у меня там пускай 0,8 будет за два последних майнера, если я это себе прикуплю. То есть получится, что я 925 TH, да, я получу чисто вот этими 8%. То есть вот эти 8% к моей мощности дадут мне практически 1 pH на данный момент. Поэтому для меня это выгодно. Для кого-то не столь выгодно, потому что все же Event Pass, он действительно будет повыгоднее. При этом я еще не затронул то, что вам дадут RST. Как их тратить, решайте сами. Допустим, я не открываю кейсы каждый день. То есть я не трачу эти RST, поэтому думаю, если мне там дадут, вот как они дают 1900 с чем-то, я могу либо наоборот потратить на кейсы, либо просто-напросто продолжить ждать чего-то, а может быть даже открыть вот такой вот боксик. То есть, может быть, мне там не повезет, может повезет, и получить просто еще дополнительно мощности плюс 22 тысячи. Это тоже как, следовательно, вариант. То есть про RST мы не забываем. И также мы получаем еще опыт Event Pass. Опыт Event Pass сейчас они дают достаточно мало, если честно. То есть это, насколько я вижу, 250, 300 и, соответственно, 125, 55. То есть, как-то так, не то чтобы много, я бы сказал. Очень странно еще, что здесь вот 300 награда, а здесь вот 250. Возможно, это пока что еще в табличке ошибка, но ничего, думаю, поправят.
Опыт ивент-пасса тоже неплохо, но если учесть то, что на этот сезон я все-таки забил, потому что я посмотрел на перспективу того, насколько много мне придется играть, и мне, честно говоря, стало не по себе. Действительно стало не по себе, поэтому я просто открываю каждый день условно кейсики. Как видите, я не очень удачно открываю, постоянно уходя в минус. А сейчас еще и кейсик закрыли. Ну, значит, теперь моя судьба, все это окончено, как говорится. Даже кейсики не пооткрывать. Соответственно, играть я не хочу. Когда-то давно, полгода назад, я очень сильно удивлялся ребятам, которые имеют, скажем так, 80, там, 100%, да, и не играют игры. Ну, как бы причину я говорил, блин, а как так, ребят, если вы, не играете игры, хотя игры приносят вам в 2 раза больше. То есть, условно, если вы будете играть каждый день там по 150 игр, или даже, может быть, по 200, то вот эта вот мощность, которая дается от игр, она, принесет вам 4 PH, а не непосредственно 2, которые там можно, в принципе, набить от игр. На тот момент я действительно задавался этим вопросом. На данный момент я, в принципе, могу легко объяснить, почему так происходит в принципе. Потому что ты устаешь. В роллер-коине ты навряд ли будешь постоянно каждый сезон сидеть. То есть нужна действительно очень большая выдержка. У меня такой нет. Тут уж извиняйте. Чтобы каждый абсолютно сезон не пропускать и постоянно играть. И если раньше, да, действительно, я сидел и думал, как так вы не можете сыграть 80 игр, то теперь я понимаю, что 80 игр в день — это как минимум час-полтора моего времени, и я не хочу час-полтора моего времени тратить каждый день на, соответственно, роллер-коин. Поэтому этот сезон я решил все же пропустить, в плане того, что я, скорее всего, его докуплю за full прайс в конце. Надеюсь, заработаю к этому времени нормально денег, чтобы купить. И все на этом. То есть я не буду его особо играть. Хотите ли вы проходить этот ивент или нет? Вопрос хороший. Кто хочет проходить free-to-play, для вас, в принципе, такие же новости, как и всегда были до этого. Мало того, что они засунули майнера, хотя бы какие-то первые, да, вот нормальные, на довольно высокий уровень. То есть это 280 тысяч. Понятное дело, что с помощью перепродажи, честно говоря, вы можете спокойно добиться вот как бы 13 уровня. С помощью игр и перепродажи у вас может получиться взять и вот этот майнер на 75. Но, опять же, вы прям должны, не то чтобы жить роллер-коином, но достаточно долго там проводить времени. Типа, кто интересуется, как на фри-то-плей это делать, уже много очень было разборов. В принципе, в чате в Телеграме у меня есть уже загруженная, скажем так, ссылкой на YouTube видео, которое доступно только подписчикам там Телеграма. Если хотите, заходите и, в принципе, спрашивайте. Я думаю, вам скинуть без проблем. Но, опять же, там нужно играть по 4 часа в день. 2 часа утром, 2 часа вечером. И при этом максимально ваш результат будет, вот что-то типа вот такого за все дни. Это при условии, что вы не будете покупать РСТ и будете тратить там, совсем какой-то мизер. Все, это был обзор нового ивента. К сожалению, он не особо меняется. Всем спасибо, с вами был Max Day 7. Еще услышимся.